Объединенные Арабские Эмираты – это процветающая восточная страна, в которой проживают преимущественно мусульмане. Соответственно, религиозные традиции запрещают им употреблять алкоголь. Но к туристам здесь очень толерантное отношение. На них законы шариата не распространяются, поэтому приобрести алкоголь в Дубае довольно легко. Еще недавно полиция следила, чтобы местное население и туристы не позволяли себе спиртного даже дома. Доходило до обысков и исследования мусорных баков. В настоящее время отношение властей к выпивке в целом заметно смягчилось. Однако не стоит забывать, что Объединенные Эмираты – это 7 относительно самостоятельных эмиратов, и проникновение алкоголя происходит там неравномерно. Законодательство их отличается не сильно, но все же определенные нюансы существуют. Итак, поехали! Шарджа – это самый консервативный эмират, и здесь продажа алкоголя запрещена. По сути, приобрести алкоголь можно только в дьюти-фри аэропорта. Во всех остальных местах официальная продажа и распитие запрещены. Даже рестораны при отелях не порадуют вас алкококтейлями. Но в Шардже также существует большой черный рынок спиртного и даже подпольные клубы для экспатов, где разливают спиртное и можно делать много даже еще всего незаконного. В Абу-Даби ситуация немного либеральнее. Здесь система лицензий не работает уже много лет. Лицензии давно нигде не спрашивают. Еще 15 сентября 2020 года Эмират Абу-Даби официально отменил у себя систему лицензий на алкоголь, а 8 ноября этого же года систему отменили на федеральном уровне. В Эмирате Абу-Даби сейчас туристы и резиденты могут покупать и употреблять алкоголь без каких-либо бюрократических процедур. Но есть неприятный момент. В Абу-Даби ввели 30% пошлину на него, поэтому цены здесь одни из самых высоких. В этих Эмиратах и до поправок 8 ноября 2020 года лицензии ни у кого не спрашивали. А теперь здесь система лицензий вообще отменена. В Эмиратах Аджман, Фуджейра, Ум-эль-Кавин, Рас-эль-Хайма можно покупать и употреблять алкоголь без каких-либо бюрократических процедур. Считается, что здесь алкоголь почти разрешен. Это практически так, хотя распространение его существенно ограничено. Спиртное можно найти в барах и ресторанах, а также в каждом из Эмиратов работает около 10 алкомаркетов. Что касаемо Рас-эль-Хайма, снабжением виски и прочим здесь занимаются точки продаж в гостиницах, но их постарались сделать как можно более незаметными, то есть алкоголь в этом Эмирате вроде бы есть, но его как будто бы и нет. Обычно это просто небольшое окошко, к которому лучше подъезжать на автомобиле, чтобы цены неожиданно не выросли. Искать нужно Санти Бич Хотел, Фуджейра Бич, Холидей Бич Мотел и так далее. Теперь немного подробнее про Эмират Дубай. В Дубае действует свое законодательство об алкоголе. Здесь пока остается система лицензий, несмотря на поправки 8 ноября. Туристы покупают алкоголь по специальной туристической лицензии, которую оформляют магазины по паспорту. К слову, продавцы в магазинах даже часто вам не говорят о том, что оформили эту лицензию. И большинство туристов абсолютно уверены, что алкоголь им продают просто так. Система туристических лицензий действует в Дубае с июля 2019 года. То есть ваш паспорт сканирует магазин, заполняет все документы за вас и открывает на вас лицензию. И когда вы приходите в следующий раз, вам достаточно показать только код, свидетельствующий о наличии лицензии, который можно сфотографировать на экране, чтобы каждый раз не носить паспорт с собой. Однако есть важный нюанс. Туристическая лицензия действует всего 30 дней, то есть в течение этих дней вы сможете покупать спиртное без проблем, но далее уже у вас не получится это сделать. Это актуально для тех туристов, кто приезжают отдыхать надолго, ведь срок безвизового пребывания в Эмиратах, например, для россиян сейчас 90 дней. Говори. Слушайте, так удивительно, очень удивительно. Оказывается, в Эмиратах невозможно купить алкоголь просто так. Я не знала об этом, это для меня таким оказалось открытием. И вот мы пошли в магазин, но здесь еще не все, не просто.
Тут, если ты турист, у тебя и паспорт, то на тебя в магазине алкогольном как-то по одному на тебя смотрят, и у тебя какие-то права. Если ты с паспортом какой-то мусульманской страны, то у тебя какие-то другие права. И если ты резидент, допустим, и мы вот тут оказались в компании как раз, что я турист с российским паспортом. Человек с мусульманин, человек-резидент и человек-резидент, но с обычным паспортом. Ну что, поехали? Поехали! Итак, что же в реале на нашем примере? Таня, турист, приехавший из немусульманской страны, зайдя в любой алкошоп, может приобрести неограниченное количество алкоголя. При этом рассчитываться она может либо картой, либо местными дирхамами. Доллары, евро и так далее в таких магазинах не принимаются. Сотрудники магазина сами оформили на Таню лицензию, даже ей об этом не сказав. Единственное, что они посоветовали ей сделать фотографию с экрана на телефон, на котором был определенный код, и по этому коду в дальнейшем, в следующий раз без паспорта, она сможет приобрести алкоголь. Также ей выдали несколько брошюрок с правилами поведения. В моем случае, как резиденту Эмират из немусульманской страны, для покупки алкоголя необходимо приобрести лицензию стоимостью 270 дирхам. С сентября 2020 года Дубай ввел новые лицензии черно-золотые вместо старых красных. То есть фактически это косвенный налог для экспатов. И отказываться от этих доходов Дубай точно не собирается пока, и никакой отмены этих лицензий не ожидается. И третий вариант, на примере моего супруга, это место его рождения определило его судьбу. Независимо от его религиозных взглядов, наличие паспорта мусульманской страны автоматически лишает возможности приобретения алкоголя. Официально в магазине мусульманам не купить алкоголь. Туристы и резиденты теперь имеют право употреблять алкоголь, так как штрафов за отсутствие лицензии на употребление больше нет. В Дубае сейчас находится порядка 20 легальных алкомаркетов, которые до безобразия легко найти даже на карте или просто сказав таксисту «ликер-маркет». Еще как вариант, прилетев в Дубай, в зоне Arrival по прилету есть отделение Duty Free. Широкий ассортимент спиртосодержащей продукции вызывает у многих восторг, но цены на алкоголь в Эмиратах немного выше, чем в европейских странах. Зато нет никаких ограничений, даже паспорт у вас не спрашивают. Если вы проживаете в отеле от 3 звезд и выше, купить спиртное можно прямо по месту пребывания. В отелях легально продаются алкогольные напитки отдыхающим не мусульманам старше 21 года. Лицензии на продажу алкоголя обладают многие бары, рестораны, ночные клубы, но покупать спиртное на вынос запрещено. С собой необходимо иметь обязательно паспорт, так как за продажу алкоголя лицам младше 21 года предусмотрено суровое наказание. Давайте немного пройдемся по официальным данным и нудным правилам и законам. Во всех Эмиратах категорически запрещено нахождение в нетрезвом виде и тем более распитие алкоголя в общественных местах. В Эмиратах это карается уголовным кодексом, и поправки 8 ноября никак не смягчили эти правила. Распитие алкоголя разрешено только в авторизированных заведениях, барах или ресторанах или дома, и номер отеля в данном случае приравнивается к дому. Находиться в нетрезвом виде можно только либо в дома, либо в баре. То есть, если вы выпили, то нужно брать такси и ехать в отель или домой. В этом случае применяется наказание от 1 до 6 месяцев тюремного заключения или штраф до 2000 дирхам. Обратите внимание, что это уголовно наказуемые деяния. То есть, если поймают, то не выпустят из страны до приговора суда. Будете ждать месяц-два, а то и больше, и в это время придется где-то жить и чем-то питаться. Туристам обычно не назначают тюремное заключение, а только выписывают штраф. Также закон запрещает мусульманам употреблять алкоголь вообще, однако наказание в этом случае не указано, будет на усмотрение судьи. Цены на алкоголь очень сильно скачут от бара к бару и от Эмирата к Эмирату. Пиво стоит от 8 до 50 дирхам в среднем за бутылку, бутылка вина от 50 до 100 дирхам. Что касаемо алкоголя во время Рамадана и религиозных праздников.
Поправки 8 ноября 2020 года снимают запреты на продажу алкоголя в священный месяц Рамадан и во время исламских праздников. Хотя раньше алкоголь в Дубае продавали даже в Рамадан, но для этого магазины и бары получали специальные разрешения. То есть закон работал по принципу «запрещено, если нет разрешения». Теперь закон стал работать по принципу «разрешено, если нет запрета». Эмираты имеют право сами запрещать или ограничивать продажу спиртного в праздники и Рамадан. И, скорее всего, будут так и делать. Не удивляйтесь, если в праздники алкогольные магазины будут закрыты. Вождение в нетрезвом виде в Эмиратах очень строго карается. Штраф от 25 тысяч дирхам или тюремное заключение. Срок заключения в статье не указан, будет на усмотрение судьи. Хочу заметить, что здесь очень много чего на усмотрение правоохранительных органов, то есть на кого попадете. Хорошо это или плохо, даже не знаю. То есть нет четкого закона или процедуры, на которую вы бы могли ориентироваться. И давайте еще ряд вопросов-ответов. Первый. Какой в Эмиратах допустимый порог содержания алкоголя? Ответ. Во всех случаях 0. Вопрос. Является ли пляж общественным местом? Можно ли на пляже распивать? Ответ. Да, пляжи являются общественным местом, поэтому нет, нельзя распивать, запрещено, и находиться в нетрезвом виде также на пляже запрещено. Можно ли распивать алкогольные напитки на частных пляжах? Ответ. По закону нельзя, но де-факто, конечно, частные пляжи продают алкоголь прямо к шезлонгам и не возражают против нахождения гостей в нетрезвом виде. К счастью, полиция по частным пляжам не ходит. Что такое all-inclusive по-эмиратски? По закону вы можете пить только в баре, из бара нужно сразу последовать в номер. Но де-факто большинство таких отелей опять же не возражают против не совсем трезвых гостей, гуляющих по территории, если они не буянят. Очень важно обратить внимание, что не всегда в Эмиратах под all-inclusive подразумевается наличие алкоголя. Здесь есть также чудесная аббревиатура Soft All-Inclusive. Это All-Inclusive без алкоголя. Как полиция определяет факт опьянения? По запаху и поведению. Делают тест даже на содержание алкоголя. Полиция Эмират имеет право сделать этот тест принудительно. По закону вы не можете выходить из отеля с запахом похмелья, ведь могут сделать тест, и этот тест будет положительным. Но по факту туристы выходят, обычно никто не придирается. Но мы все равно настоятельно рекомендуем дождаться выхода алкоголя из организма. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Хочется верить, что многие могут наслаждаться и радоваться жизнью без допинга. Переходите на канал, где я рассказываю о жизни за границей. Поддержите, пожалуйста, его лайком, комментарием и подпиской. И до встречи в новых видео. Пока-пока!